Что за... Это еще что такое? Я попрошу прощения. Внимание! Подозрительная активность на участке между нижним и средними отсеками. Запуск протокола карантинного режима нижнего отсека. Что? Бляха! Дамы и господа, выбор сделан. Мой выбор. Я полностью иду против гильдии убийц. При помощи Матильды я найду улики, которые скомпрометируют причастность убийц к убийству. Но не человека, не гнома, не любое другое разумное существо, а питомца. А это уже преступление. Другими словами, я и руки не замараю, и от угроз избавлюсь, и пряностнику Кхаи не помогу. Хе-хе, многоходовочка. Надеюсь, получится. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени, в котором мы сделали очень и очень важный выбор. На поверхности выбор был проще некуда, пряностники или убийцы. А если заглядывать поглубже, то выбор, бляха-муха, куда проще, конечно же, пряностники. Я подставлю этих долбанных убийц, которые хотели подставить меня. Короче, при помощи Матильды мы найдем улики, которые скомпрометируют причастность Грумрака и Вита к убийству питомца, одного из пряностников. А потом все, что нам остается, это надеяться на самый честный и гуманный суд Паэны. Да-да. Что ж, как говорится, надежда умирает последней, а инвентарь очищается в первую очередь. Итак, что мы имеем? Пиво из одуванчиков. Мне понадобится по-любому еще одно. Так, да ладно. Опять салют. Так, подождите-ка, Лис, ты здесь? Лиса нет, все понятно. Как обычно, пиво не получим. Обидно. Эй, Лолошка, а ну-ка подойди сюда. Господи, как это понимать, а? Привет. Ай-яй-яй-яй, Лолошка, я как бы понимаю, что ты осваиваешься в Паэне, что у тебя могут быть другие желания, дела, развлечения, приоритеты, но... Мы договаривались с тобой, что не будем прекращать вылазки. Ты должен был отправиться в башню еще вчера. Но почему ты этого не сделал, а? Как я могу рассчитывать на тебя, когда ты постоянно пренебрегаешь нашими планами и развлекаешься? Как я могу доверять тебе? Эо, полегче. Слушайте, что-то он разогнался в последнее время. Я искал вас вчера по всей Паэне, но никого не нашел. Вот! Прости, Эо, я забыл. Нет, неправда, я не забывал. Доверять мне? Эо, ты за собой бы лучше следил. Кстати, вот это правда. Куда ты постоянно уходишь? Лолошка, что это значит? Что ты имеешь в виду? Если у тебя ко мне какие-то вопросы, то давай, задавай их. Да ладно. Промолчать, высказать все, что накопилось. Прости, Эо, зря быканул. Высказать все, что накопилось. Он реально в последнее время прям жестко наглеет. Да, вот реально, Эо, какого чёрта? Эо, ты постоянно твердишь что-то про доверие, гордишься тем, какой ты крутой гарант. Скажи-ка мне, а вот когда ты собирался рассказать мне, что шпионил за мной, а? Лолошка, о чем это ты говоришь? Эо, я знаю, что ты использовал Франа, чтобы прослушивать меня и Ашеру. Лолошка, нет, подожди уж, я еще не закончил. Я сыт по горло тем, что у нас постоянно говоришь ты и командуешь тоже ты. Скажи, когда ты собирался рассказать мне о том, что Ведомнее это на самом деле тюрьма для опасных преступников-мироходцев, а? Что за... Лолошка, как Подожди, я не закончил. Как так вышло, что ты ни разу не упомянул этого в разговоре? Как так вышло, что ты всегда называл их пленниками, узниками, но никогда не заключенными? Заключенными, которыми они в действительности и являются. Почему ты ни разу не сказал мне, что моя благородная миссия по спасению мучеников на самом деле хорошо спланированный побег из тюрьмы опасных бандитов? Лолошка, я просто не хотел, чтобы это было твоей моральной ответственностью. Послушай, ты же понимаешь, что то, что творится в башне, это преступление, и это никак нельзя оправдывать. Ты же понимаешь это, да? Да, мироходцы, оказавшиеся там, не самые хорошие члены общества, я не спорю, но неужели это дает кому-то право обходиться с ними так, как Фарагонда? Нет уж! Я не хотел, чтобы ты задавался такими вопросами. Я хотел, чтобы ты, Лолошка, чувствовал себя героем, потому что так оно и есть, черт возьми! Абсолютно у всех эльфов, гномов, людей, гоблинов.
У всех есть свои скелеты в шкафу, ты же сам это понимаешь. Но как определить, чьи скелеты не такие страшные, а чьи недопустимые? Кто достоин спасения, а кто нет? Ты же знаешь меня. Вот скажи мне, если бы я не смог сбежать, был бы я достоин того наказания, на которое был осужден? Да, ты не знаешь моих проступков, но ты знаешь меня как человека. И глядя мне в глаза, Лолошка, скажи, заслужил ли я стать Даском? Неужели ты правда считаешь, что я достоин этого наказания? Ничего себе, умеет заговорить. Прям, знаете, на эмоции пробивает. Да, это именно то, чего ты заслуживаешь. Не за свои преступления, а за свою ложь. Эо, трогательными речами не спрятать суть. Ты просто забрал у меня возможность выбора и сделал меня пособником преступников. Так, погоди, ребят, а то, что мы узнали, что в этой башне находятся преступники и так далее, как будто я и так об этом знал еще давным-давно. А мне сейчас пытаются это подать как что-то новое. Но, тем не менее, да. Эо, ты забрал у меня возможность выбора. Выбора, значит? О, Лолошка. Да, я виноват перед тобой, это правда, но ты, кажется, сам забыл, как оказался в Междумирье. Напомнить? Ты сбежал с процесса калькуляции. Ты не пособник преступников, ты сам преступник. И тот факт, что ты не помнишь, что натворил, не отменяет того, что ты, как и я, как и остальные узники, совершил что-то, за что тебя хотели лишить искры. О, кстати, а ведь и правда. Получается, я действительно преступник. Да-да, так что пламенные рассуждения, что твой моральный облик теперь запачкан, разбиваются о тот факт, что ты ничем не лучше нас. Хо-хо, блин, а ведь и правда, погоди. Если туда попадают преступники, то я же туда тоже попал, как преступник, получается. И самое главное, мы не знаем, когда по таймлайну идет голос времени. То есть, смотрите, вот у нас новое поколение, вот игра бога, вот идеальный мир. В голосе времени мы встретились с Шангрином. Получается, да, голос времени идет после идеального мира. Но мало ли, где-то вот здесь, перед идеальным миром, есть еще какой-то сезон. И в этом сезоне, который, возможно, будет потом на канале, мы узнаем, какое преступление я совершил. То есть, то, что мы преступник, получается, это... ну, факт. Тем не менее, мы можем либо молча уйти, либо согласиться, либо не согласиться. Давайте не согласимся. Ох, Эо, может быть, я действительно преступник, я не помню этого, но я не обманывал своих близких друзей и не принимал решения за них, прикрываясь какими-то высшими целями. Я не шантажировал своих друзей, чтобы шпионить за другими. И... самое главное... ох, Эо, самое-то главное, ты же просто боялся, что я не соглашусь тебе помогать. Какого? Дождь? Да, Лолошка, возможно, я правда боялся, но как я мог тебе об этом сказать? Скажи, стой, ты куда? Господи, Эо. Стой, Лолошка. Нет, ну, правда, как ты себе это представляешь? Привет, я Эо. Поможешь мне устроить побег самых опасных преступников мультивселенной? Я понимаю, что ты сейчас зол на меня, и... да, ты имеешь полное право на эти чувства, но ведь я им много хорошего для тебя сделал, разве нет? Я привел тебя в Паэну, помог обустроиться, попасть в гильдию, помог научиться контролировать свою пустотную магию, да даже договорился, чтобы маги давали тебе скидки на порталы и погасшие скинты. Что уж говорить-то, я даже защитил вас перед советом, а сколько всего я сделал за твоей спиной. О, Лолошка, знаешь, успокоить воров из Абраксаса после твоей выходки с Даском было не так-то просто. А, так ты об этом знал и даже вмешался, нифига себе. Ага, мне даже приходилось усмирять контров, которые видели, как ты общаешься с Дасками, и хотели донести до шрама. Все твои мелкие проделки, всякие шалости, всякие глупости. Я все время приглядываю за тобой, Лолошка. Пойми же, я гарант, и я точно знаю, что чем меньше паэнцы знают, тем проще и спокойнее им живется. Я привык стараться действовать так, чтобы никто не знал больше, чем им необходимо. И... да, тот же принцип я переложил на вас, на своих друзей. И я понимаю, это моя главная ошибка. Управлять Паэной — это сложный и опасный процесс. Тут каждый житель опасен и хитер. Я должен держать все под контролем, должен знать все, что под моим влиянием. Иначе начнется анархия, и все просто... развалится. И вот именно поэтому, Лолошка, пойми, именно поэтому я попросил Франа, чтобы он настроил 2 червефона на прослушку. Я, кажется, уже говорил тебе, что ты напоминаешь мне моего сына. Я не могу потерять его еще раз. Не могу потерять тебя, понимаешь? Понимаю, Эо, но я не твой сын, поэтому ты не имеешь права пытаться меня контролировать. Уф.
Слушайте, за все время, сколько мы знакомы с Эо, по-моему, это самая эмоциональная и правдивая правда. Но, с другой стороны, я же не его сын, поэтому какого черта? Эо, понимаю, но такой уровень контроля недопустим даже с родными детьми. О, вот это, кстати, даже лучше. Нет, я не понимаю. Ты пытаешься оправдаться и несешь какой-то бред. Не-не-не, вот это точно нет. Либо первое, либо второе. Такой уровень контроля недопустим даже с родными детьми. Да, я думаю, вот это. Я никогда не желал тебе зла, Лолошка. Клянусь. И надеюсь, ты это понимаешь. И знаешь, я пойму, если ты откажешься от нашего плана. Что? Нет, Господи, Эо, я, конечно же, не откажусь, потому что есть причина, очень важная причина. Я также считаю, что Фарагонда также не права. Поэтому я завершу начатое. Но не ради тебя, Эо, а потому что считаю, что никто не заслуживает стать Даском. Лолошка, надеюсь, когда-нибудь ты сможешь меня понять и, может быть, даже простить. Кстати, Ашра сегодня собиралась провести время в вашей берлоге. Вроде бы. Ты как будешь готов к вылазке в башню, иди к ней, хорошо? А я, пожалуй, постараюсь пореже попадаться тебе на глаза в ближайшие дни. Удачи. Ну в целом мне нравится, как я выбрал все вот эти вот пути диалога. А то, что Эо меня по факту использовал, это нехорошо. Да, мы это понимаем. Но при всем при этом и Эо можно понять. Он правильно сказал мысль, то что никто не заслуживает вот такого пожизненного существования Даском. Скажем так, это слишком высокая мера наказания. Как говорится, нет, нет и еще раз нет. Этого я не смогу принять. С другой стороны, я понимаю то, что мое мнение может не совпадать с вашим. Но для этого есть комментарии, поэтому пишите. Пишите, что думаете. А теперь, господа, не менее важная информация. Я взял с собой немного денег, и с помощью этих деньжат я собираюсь прокачать этого вора. Я заметил то, что у него продается реально годнота. Прям годнотецкая годнота. Поэтому надо бы прокачать и куплю... наверное, медальон ступени, потому что это прокачает его сразу же. Давай. Молодец. Теперь проверяем, и это... Что? Амулет Джейсона. Если в инвентаре, то дает сопротивление 1. Что? Огненное сопротивление? Погоди, чего? Огненное сопротивление? Это ж получается, я в ад могу пойти, да? В порядке очереди. Подождите немного. Можно побыстрее. Все, прошел? Давай, вырубай. И... отлично. Итак, ад у нас стоит 5 фрагментов. Дорого. Еще раз проверяем, сколько это стоит. 2 кристалла скинта. А у меня... Стоп, погоди, у меня больше нет денег? Эй, дом, подскажи, пожалуйста, у меня есть деньги? Так мало, реально. 30 фрагментов, это очень и очень мало. То есть, смотрите, я прямо сейчас могу сделать себе кристаллы, и это всего 4 штуки. Амулет Джейсона продается за 2 кристалла, то есть у меня остается сколько? 18 фрагментов. Ну да, я бомжара. Надо как можно быстрее выращивать больше золота. Ох, ё-моё, которое, оказывается, выросло. А ну-ка, сюда посох, вот так вот. Спасибо. И в итоге с одной грядки мы получаем 32 эссенции. А 32 эссенции это примерно 16 золотых слитков. Давайте даже проверяем. И 16. Один блок создаем, еще 3 забираем. О, тут у меня оказывается еще эссенции и еще слитки. Делаем, соединяем, до вора добегаем и продаем. За 4 золотых блока 1 фрагмент. Да, я понимаю, что это не так много. Ну привет, красавчик. Привет. Так, сейчас, слушай, погоди-ка, я тут деньги зарабатываю. Деньги. Что такое? В гости решил заскочить, да? Нет, я просто мимо проходил. Да ладно тебе, ладно, пойдем. Так подожди, у меня деньги. Я хотел деньги заработать. Куда пойдем? Подожди. Господи, я только сейчас допер. Она же вор. Она, получается, живет в этом квартале. О, это что, мы сейчас к ней домой пойдем? Ути, господи, меня пригласили к себе домой. Давай посмотрим. Здрасте, ребята, здрасте. Болтают что-то. Так, и где в итоге твой дом? Матильда, это, конечно, все приятно и прикольно, но я надеюсь, то, что ты нашла улики, потому что мы заказали у нее улики на Грумрака и Вита. Ну вот, располагайся, пирожочек. Чувствуй себя как дома. Как тебе моя комнатка? Честно говоря, я ничего не успел посмотреть. Погоди-ка. Индюк, пойдем. О, тут 2-й этаж. А как забраться-то, ё-моё? Ё-моё, какая дурацкая у тебя лестница. Ага, а тут ты что-то хранишь, да? Так, ну короче, милая комнатка. Очень уютно и мило. Мне нравится, что она сочетается по стилю со всем районом. Ну да, наверное. Спасибо. Знаешь, мне нравится эта эстетика. У нас очень атмосферный квартал. Но, Лолошка, давай ближе к делу. Я не очень-то люблю болтовню. На, держи. Сейчас, погоди-ка. Вот, забирай. А, и еще кое-что.
Сейчас, погоди-ка. Вот. Что это? Ох, пирожочек, ты уж прости, я у Грумрака не смогла найти ничего, что однозначно бы определяло его. Такое ощущение, что у него нет никаких интересов или хобби. Но думаю, если что, можно просто проверить его курточку. Угу. И на ней не будет пуговицы. Понимаешь, о чем я? Сейчас, погоди-ка, проверю. О, медная пуговица. Пуговица с куртки убийцы. Понял, Матильда, понял. Гребень для усов. Дорогая штуковина, покрыта позолотой и очень приятно лежит в руке. Сбоку различима гравировка Витарина. А, ну да, это получается гребень Вита, а это у нас Грумрак. Понял. Ну давай же, скажи мне, я молодец? Матильда, ты не просто молодец, ты спасительница. О, даже так. Так, и... Ничего не происходит. Ребята, у меня походу баг. Так, ребята, внимание, оказывается, это не баг. Оказывается, я ей просто должен что-то дать взамен. Ох, черт, Матильда, а что я должен... Кольцо притяжения. Вот оно прикольное. Оно реально прикольное. Я, наверное, даже заново такое смогу скрафтить. Девочки у нас вроде бы любят кольца, поэтому вот тебе украшение. Я, по идее, что угодно могу кинуть, да? Нормально? Что это? Это мне? О, спасибо, сладенький. Но желание ты мне все равно должен. Ну ладно, если серьезно, я не думала, что ты действительно оценишь мою помощь. В Паэне все всегда сосредоточены только на самих себе. И в разумных пределах в этом нет ничего плохого, конечно. Но думать о чувствах других тут не принято. Но ты у нас, оказывается, не такой, как остальные, пирожок. Не потеряй только это в себе, прошу. Ну все, ладно, проваливай. У меня еще куча дел. И еще желание надо тебе придумать. Да ладно, все, шучу. Пошел прочь. Вот это диалог. Так, погоди, я в итоге ей мог, по сути, вообще что угодно дать, вы понимаете? Что угодно. Яблоко, куртку, обратно этот гребень, наверное. Но мы кинули бижутерию, прям колечко такое неплохое. И самое главное, мы впервые дома у Матильды. Тут, правда, мило. Интересно, а где Лис живет? Лис. Он, наверное, прям там, в таверне у себя. Так, на всякий случай осмотримся. Здесь у нас пусто. Да и, по сути, все. А, сундук тоже пусто. Либо по сюжету посмотреть мы не можем. Ладно, пока, Матильда. Все, кстати, зайти мы больше не можем. И вы понимаете, ребята, у нас улики! Улики против Вита и Грумрака. Шикарно. Но у меня сейчас, по сути, выбор. Либо пойти к пряностникам, либо пойти в берлогу Кашери. Потому что, помните, Эо сказал то, что там какая-то подготовка, она будет торчать там. А я человек простой, мне дали информацию, я ее запомнил и использовал. Всем привет, Что? Спит? Ну, спи. Привет, ребята. Привет, Джон, что делать? Ну почему овощи? Почему Хулио можно питаться только мясом? А я должен страдать, выдумывать себе сбалансированную диету. Ненавижу овощи. А Хулио все еще спит. Привет. О, Лолошка, привет. Видел, как Хулио вырубился? Он еще и лапу сосал во сне. О. Бедняга очень много работает в последнее время, берет кучу заказов. У его младшей сестры скоро день рождения, хочет обеспечить ей настоящий праздник. Ты только это, не говори никому. Хулио очень бережет свою репутацию и семью свою от всех держит в тайне. Так, сейчас, погоди-ка немного, надо бы, наверное, вот это убрать. О, я так понимаю, ты пришел меня позвать в башню, да? Уф, слушай, если честно, я начинаю уже даже уставать от нее. Просто ужасно. Сколько же несчастных мироходцев страдает. Я надеюсь, что у нас все получится, и многовековая история кошмаров закончится. Ха. Хотя чего я раскисаю? Разве может у нас что-то не получиться, когда есть ты, а? Ну вот, уже в целом не раскисаю. Пойдем. Ладно. Спокойной ночи, Хулио. Так, в итоге, да, мы у башни. Эй, Лолошка, а знаешь, что за книгу я читала в берлоге? Биографию Шрама. Представляешь, оказывается, он был каким-то крутым чуваком в своем мире. Очень влиятельным. Но там же в его мире была какая-то очень странная религия. И из-за того, что мироходцы живут в разы дольше обычных представителей рас, ну, это ты и сам знаешь, духовенство заподозрило Шрама в черной магии. И Шраму ничего не осталось, как бам, инсценировать свою смерть и навсегда покинуть родной
очередной мир. Прошло несколько сотен лет, и какой-то историк написал про Шрама книгу. Там он воспевает главу нашей гильдии как мудрейшего и сильнейшего духом человека. Ой, интересно, насколько часто случается такое, что люди получают признание посмертно? Какой смысл в таком признании, если при жизни ты был изгоем? Нет, я не хочу об этом думать. Так, все, тупая голова, не думай, не думай. Лолошка, ты давай, иди, удачи тебе. А я, пожалуй, где-нибудь здесь присяду. Ой. Все, иди давай. Ничего себе, вот это инфа про Шрама. Воспевает главу нашей гильдии как мудрейшего и сильнейшего. Было бы прикольно узнать, из какого мира Шрам, но, наверное, мы никогда не узнаем, потому что, представляете, сотни лет прошли. Он, наверное, даже и не посещает тот мир. Так, аккуратненько, спасибо. Обязательно берем фрагмент скинтонита. И да начнется новая вылазка в башню. Эти красивые звуки открывания дверей. Так, да, мне налево, наверное, да? О, как же долго подниматься-то. О, стоп. Что за... Это еще что такое? Я попрошу прощения. Внимание! Пожалуйста, подтвердите доступ в средний отсек ведомни. Чего? И каким Для образом... доступа в средний отсек требуется авторизация. А, так я это и пробовал сделать. Внимание! Пожалуйста, подтвердите доступ в средний отсек ведомни. Для доступа в средний отсек требуется авторизация. Да, я это уже понял. Внимание! Пожалуйста, Ты подтвердите чё, доступ в издеваешься? средний отсек ведомни. Для доступа в средний отсек требуется авторизация. Так. Внимание, пожалуйста, ну она, короче, говорит одно и то же. Авторизация. Внимание, пожалуйста, подтвердите доступ. Я что-то не так делал, да? Внимание, пожалуйста, подтвердите доступ. Внимание, подозрительность на участке между нижним и средними отсеками. Подозрительная активность. Повторяю, средний отсек башни переведен в карантинный режим. Средний отсек башни переведен в карантинный режим. Запуск протокола карантинного режима нижнего отсека. Что? А! Бляха! А! Куда? Что? Валим, ребята, валим! Я ничего не понял, но походу надо валить в задницу всех этих заключенных. Простите меня, ребята. Походу не до вас сегодня. Ай-яй-яй-яй. Так, погоди, а я успею, да? 22 секунды, я должен успеть, все нормально. Я успею. Мы сейчас вот здесь прыгнем. Так, главное не убиться, как-нибудь очень аккуратненько это делаем. 13 секунд, ну, в принципе, я успеваю. И... Все, да, фух. Башня закрылась на барьер! Лолошка, что произошло? Ты в порядке, Лолошка? Так, я понятия не имею, что произошло. Да, в порядке, вроде вовремя сбежал. Башня потребовала от меня авторизацию в средний отсек, а потом запустилась тревога. Уважаемые посетители ведомни! Лолошка, кто это? Что происходит? Наше учреждение закрыто на 12 часов из-за подозрительной активности. Меры приняты для вашей безопасности. Приносим свои извинения за временные неудобства. Обалдеть! И чего теперь делать-то? Что все это значит? Так, Лолошка, ты так и не ответил. Ты в порядке? Да, все окей, все нормально. Я сбежал. Ох, хорошо, уже хорошо. Давай знаешь, как сделаем? Я расспрошу Франа, что это может быть такое, а ты, Эо. Фран сейчас в РСе с Седриком, а завтра все вместе соберемся и решим, что делать. Карантин к тому моменту уже, конечно, закончится, но, Лолошка, мы не можем допустить, чтобы система безопасности снова сработала. Так, сейчас же пойду в РСию. Ты дойдешь до Паэны сам, да? Да. Ага, вот и молодец. Все, удачи, Лолошка. Пока-пока. Охренеть. А чё такой барьер-то раньше не было, а? Зайти мы больше не можем. На дверь нажать тоже не можем. Обалдеть. У меня тогда вопрос реально, а почему раньше этот барьер не включался? Возможно, потому что он требует очень много энергии. А энергию, как вы помните, мы берем с мироходцев. Ну, то есть не мы, а башня. И, наверное, вот эти вот карантинные меры, они включаются только тогда, когда, ну, прям слишком опасно. Так, возвращаемся в Паэну и понимаем то, что у меня опять выбор. Либо мне сейчас нужно идти к Седрику, ну, и, судя по всему, к Франу. Либо нам нужно идти к Хаине. Надо отдать гребень для усов и медную пуговицу. Ну и раз уж мы в Паэне, давайте, наверное, к пряностникам. О, свет отключается прямо сейчас, да ладно. Так, куда мне, что мне? О, стоп, что, к Хаине? Я хотел через балкон залезть. Здорово. Ну и где же ты пропадал, а? Ты забыл, что все сроки твоего задания вышли? На тебя наверняка уже объявили охоту, Лолошка. Удивительно, что ты вообще дошел до сюда. Так,
Вроде бы никого. Ложка, ты же добыл, да? Да, у меня все, вот гребень, вот медная пуговица. Забирай, забирай. А? Да. Обалдеть, ты супер, это то, что надо. А пуговица-то, надеюсь, с куртки Грумрака, да? Да, с его куртки, все правильно. Вот и замечательно. Так, это я, пожалуй, уберу сюда. Если что, то подходящую курицу я нашел, как и тех, кто все обустроит должным образом. Идем, покажу тебе твою комнату на ближайшие пару суток. Чего? Что? Какую еще комнату? Бога ради, Лолошка, ты же не собираешься выходить в Паэну, когда на тебя охотятся голодные убийцы. Я, конечно, не стану тебя останавливать, потому что мне от тебя ничего не надо, но я уж думал, ты хочешь пожить. Ты не переживай, я уже за все заплатил. Пойдем за мной. Куда? Какая еще комната? Подожди, мне нельзя выходить, что ли? Ну, мне придется. Ну, ладно, я в любом случае пойду за ним. Давайте вот фонарик возьмем. Ночной квартал пряностников. Ничего нету, все спят. А, нет, кстати, не все. Или что это там? А, это плакат какой-то, я уже думал, человек. Вообще никого нет. Только я и Кхаини, офигеть. И это что получается? У меня сейчас появится второе убежище. И у контрабандистов есть, и у пряностников появится. Прикольно, прикольно. О, Даски. Здорово, Даски. Так, а это... О, нифига. Вот как-то так. Располагайся, отдыхай. Ты уж прости, я не могу составить тебе компанию подольше. Надо инсценировать убийство. Ха. Но ты в любом случае молодец, Ложка. Все, давай, удачи. Пока. Мне в итоге реально тут оставаться или как? Мне поспать надо? Я так понимаю, то, что мне лучше всего поспать? Ой, стоп, что это? Фонарь души? Это еще что такое? Откуда? Так, погоди, а я, знаете, я, наверное, даже заберу с собой. Почему бы и да? О, нифига себе, великолепная призма, слот ожерелья, заберем. Семена золота, нифига. Крупица скинта, осколки. Они просто так раскидываются деньгами, вы понимаете? Вот это пряностники. Так, осколки заберем. Кусочки золота, крупицы. Золотая кнопка, зачем, интересно? Монетка фортуны, притягивает к себе предметы и опыт. О, а у меня, кстати, уже есть такой магнит. А, не, мы Матильде отдали кольцо, которое притягивает предметы. Ну-ка, ну-ка, как это работает? Офигеть! Даже багровая дверь какая-то притянулась. Мне нравится эта монетка, определенно нравится, спасибо. Так и в любом случае я понимаю то, что мне наверняка нужно поспать. Но сделаем мы это уже в следующей серии. Наверное, сначала нужно было идти к Седрику и Франу. Кстати, только что перечитал, что сказала Ашра. Она сказала спросить Эо, не Франа. Франа спросит она. Получается, в Эресию мне не надо. Но на этом я в любом случае действительно буду постепенно заканчивать. Мы в золотой крутой комнате. И в такой прекрасной комнате я надеюсь на ваш золотой царский лайк. На самом деле, ребят, правда, спасибо за вашу поддержку. Надеюсь, то, что вы не проигнорируете эту просьбу. Ваши подписки, ваши оценки — это реально самое ценное. Это то, что дает самую большую мотивацию. И не игнорируя эти просьбы, поверьте, вы делаете лучше не только мне, но и всей команде. Ну и, по сути, всему сезону. Еще раз спасибо. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и новая комната. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.